А правильно ли вы делаете подмены воды в своем аквариуме? Нужно ли отстаивать воду или можно ее лить прямо из-под крана? Хочу сразу договориться, что я говорю только о водопроводной воде. Никаких колодцев, никаких скважин, прудов, озер, дождевой воды. Я это все строго не рекомендую. Зачем рекомендуют отстаивать воду? Две причины, для чего можно отстаивать воду. Первое, это избавиться от хлора, который летуч, и когда вода стоит в каком-то тазике, он испаряется в атмосферу. Но здесь есть вопросики. Второй пункт, это чтобы из воды ушли излишки растворенных газов, которые могут причинить вред вашим рыбам. Конечно же, где-то воду уже не хлорируют, а обрабатывают озоном или ультрафиолетом, но в подавляющем большинстве случаев используют гипохлорид натрия. Это такое вещество, токсическое вещество, убивает все живое в воде, всех бактерий, патогенных организмов, которые вредны людям. Но этот токсин, он способен очень долго находиться в воде. В устойчивом состоянии около месяца. Так что отстаивать воду не имеет никакого смысла. Самое простое, используем кондиционер для воды. Всеми любимый AquaSafe. И делаем подмены воды небольшими частями, до 20%. Никакого вреда такая подмена не принесет. Даже если вы нальете ее прямо из-под крана, без кондиционера, возможно, часть бактерий погибнет от хлора, но их популяция очень быстро восстановится. Также важный нюанс. Нужно лить воду той же температуры, что в вашем аквариуме. Ну или с минимальной разницей. Большой перепад температуры в отрицательную, в холодную сторону, он может принести, скажем так, вред аквариуму и рыбкам, и растениям. Для этого нужно знать, какая вода течет в кране. Питьевая подогретая вода, или бывает такая ситуация, что теплая вода это техническая, тогда ее нельзя использовать, тогда нужно действовать по-другому. Значит, с отстаиванием воды и хлором мы разобрались. Теперь второй пункт – это убрать лишний газ, лишние пузырьки воздуха из воды. Что это такое и почему так происходит? Вода в трубах находится под большим давлением. Это нужно для того, чтобы поднять воду наверх многоэтажных домов. Из-за этого процесса в воде большое количество растворенных газов. Именно азота. Он самый опасный. Как только вы открываете кран, давление падает и газ переходит в состояние вот этих самых пузырьков. Те самые пузырьки, что появляются в толще воды и на стеклах после подмены воды, эти самые пузыри прилипают к рыбе, раздражают слизистую, а могут через жабры попасть в кровь. Это вообще не очень хороший процесс. Поэтому для того, чтобы избавиться от этих пузырей, конечно же, воду можно отстоять. Газ в течение суток-двух полностью уходит из воды. Теперь мой опыт. За свою многолетнюю практику с пресными аквариумами, как любитель и как профессионал, у меня была масса аквариумов на сервисе, я никогда в жизни не отстаивал воду. Я делал подмены прямо из-под крана, то есть шланг в аквариум, шланг в кран. Очень редко пользовался кондиционерами. Только если клиенту хотел показать магию, волшебство и профессионализм, использовал AquaSafe. Проблем у меня никогда не было, но я никогда не делал больших подмен. То есть я понимал, что водопровод это лотерея. Очень часто там течет такое, что мы не знаем, что там есть, поэтому делать большую подмену ни в коем случае нельзя. 10-20%, но регулярно. Еще такой нюанс, воду льем максимально медленно, чтобы она перемешалась и все вот эти вот скачки параметров, они были такие максимально плавные. Если у вас наник, если у вас креветки, то с этим это все не работает, нужно обязательно готовить воду, ее отстаивать, лучше использовать осмос, там совсем другая история. Ну и с морскими аквариумами тоже. Спасибо, пока-пока.